Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с вами я, Оксана Вершинина. Я рада вас приветствовать на нашем канале. И сегодня мы будем говорить о синдроме Золушки, в который попали многие современные женщины. Я глубоко уверена в том, что сказка «Золушка» многими любима. И многие помнят, чем она заканчивается. Там принц находит Золушку, надевает ей на ножку хрустальную туфельку, уводит в свой замок, и там они играют пышную свадьбу, а после живут долго и счастливо. Так вот, жить долго и счастливо – это не про Золушку. Не живут Золушки долго и счастливо. Давайте разбираться, почему. Для современной Золушки характерно умение хорошо манипулировать, жертвенность, безотказность, пассивность, слабость личных границ. Разбираемся. В семье Золушка терпела и счета. Она терпит унижение, оскорбление, абьюз, насилие, измены. Она терпит и верит, что чем больше она терпит, чем больше она переносит все на своих плечах, тем больше будет награда. А в награду она ждет, что ее любимый одумается, увидит, сколько боли, горя он ей принес, причинил, и попросит прощения. Она это прощение будет ждать до скончания веков. Потому что перед боксерской грушей ни один боксер извинения не просит. А ее любимый считает, что если та раз позволила нарушить свои границы, 2 позволила нарушить свои границы, 3, она никто, она половая тряпка. И об эту половую тряпку можно вытирать ноги. Даже если вдруг Золушке попадается в жизни нормальный мужчина, то Золушка достанет его своим пессимизмом. Она будет ходить с грустным видом. Всем будет показывать, как ей плохо и свое недовольство. И если муж будет спрашивать: дорогая, что случилось? Она будет отвечать: все хорошо. У меня все хорошо, как обычно. И этим будет бесить мужа еще больше, потому что он не знает, а что же происходит, у нее все хорошо, а вечно грустный вид, вечно недовольное лицо. Что на работе? Да на работе Золушка выполняет самую грязную в офисе работу. Ту работу, которую никто делать не хочет. И начальство-то Золушку и ее труд особо не замечают. Но помните, как в фильме «Чего же хотят женщины» с Мэлом Гибсоном? Так там в офисе работала сотрудница, была девочка с высшим образованием, она разносила папки и дела. Так вот, ее никто не замечал. Она была для людей никто. Ну, мы же помним, что Золушка трудолюбивая. И, как правило, свою работу она делает очень хорошо. Тогда лавры от этой работы получают другие, потому что результаты ее труда они с удовольствием себе присваивают. А что Золушка? А Золушка рыдает в подушку от несправедливости. Но ничего она делать и менять в своей жизни не будет. Ни дома, ни на работе. Да она и в сказке-то ничего не делает. Она же не нашла адвоката, не заявила о своих правах в наследстве. Она же не насыпала Пургену, мачехе и ее дочкам, чтобы те не смогли поехать на бал. Она ничего не делает. Она только ждет. У Золушки, конечно, есть подружка, а подружка очень активная, как фея, и постоянно Золушку спасает из всех ее проблем. Но не может фея находиться изо дня в день рядом с Золушкой. Но ведь у подружки есть какие-то свои дела, и поэтому Золушка опять вваливается в проблемы. Для Золушки характерен пессимизм. Она постоянно ноет. Все везде плохо, везде жесть, везде трэш. Там-то была очередь, здесь-то она опоздала,
Там-то и грубо ответили, тут-то ее не приняли, здесь-то у нее не получится. У всех хорошо, а у нее плохо. А еще для Золушки характерна неимоверная жертвенность. Даже если у Золушки будет высокая температура, она припрется к своей подруге отмывать квартиру после ремонта. Никто ее не просит этого делать. Золушка будет всем своим видом показывать, что она настоящая подруга, что даже с температурой она может наплевать на себя и приехать оказать помощь. И она не понимает, а что люди недовольны, почему они говорят, нет, не приезжай, мы сделаем это сами. Золушка прекрасно умеет манипулировать людьми и навешивать на них вину. Делает это она просто филигранно. Она навесит вину за то, что вы приехали вовремя или опоздали на 15 минут, за то, что позвонили или не позвонили, за то, что вы что-то сказали или не сказали. Она всегда будет навешивать вину, чтобы не потерять для вас свою значимость. Потому что быть ненужной людям Золушки боятся очень сильно. Еще Золушка терпеть не может никаких чужих успехов. Она нуждается в похвале. Она нуждается, чтобы ее хвалили. Но если она похвалы не получает, то у Золушек обостряются все комплексы. И еще больше, и еще ярче расцветает синдром жертвы. Скажу вам честно, друзья, синдром Золушки прививается. Он может быть привит как в детстве девочки, так и в жизни. Давайте рассмотрим, как это случается. Помните, наши бабушки говорили, что хорошая девочка послушная, неперечливая, угодливая. И, как правило, детки с синдромом Золушки такие. Неперечливые, угодливые. И они понимают, что если они угодливы и послушны, они нравятся родителям. Родители хвалят и значит любят. И поэтому активно начинают развивать в себе эти качества. Послушание, неперечливость, жертвенность. А если такая девочка вдруг тяжело заболела или травмирована, то родители всю свою любовь, всю свою заботу отдают ей. И бессознательно тогда закрепляется. Если я какая-то ущербная, то тогда я любовь получаю прямо ковшами. Правильно? И тогда синдром жертвы у Золушки закрепляется. А если девочку воспитывают родители в гиперопеке, то есть все делают за девочку, лишают ее возможности научиться справляться с любыми жизненными трудностями. То есть оберегают излишне ее. И, конечно, тогда девочка вырастает инфантильной и мечтательной. Ни о какой стрессоустойчивости речь не идет. Справляться со сложностями она не умеет. Она будет просто сидеть и ждать, ныть, говорить, как ей плохо, чтобы кто-то пришел и за нее сделал. Слышали выражение «загрести жар чужими руками»? Это про Золушку. Ну а как же женщина может подцепить данный синдром уже во взрослом возрасте, если вдруг с ней случается череда тяжелых неприятностей, которые снизят ее уверенность в себе, порушат самооценку, и она начнет роптать на жизнь. И вот именно эта череда и будет способствовать формированию синдрома Золушки. Слава Богу, что синдром Золушки не передается воздушно-капельным путем. Он хорошо корректируется. Но чтобы откорректировать синдром Золушки, ей нужно захотеть.
захотеть что-то изменить, захотеть преодолеть свою пассивность, начать быть заинтересованной в этом и не ждать, что психолог, психотерапевт, как фея, взмахнут волшебной палочкой и все изменится в один миг. Но взмахнут-то они, а вот изменений в один миг не бывает. А раз не изменилось в один миг, значит, Золушка опять начнет все обесценивать и опять говорить, что она такая несчастная, что она здесь была, и к такому-то специалисту ходила, и к такому-то обращалась, и никто ей не помог. Она такая уникальная. А еще Золушка умеет пускать пыль в глаза. Она ведет себя не так, как ведет в обычной жизни. Она выдает себя за другого. Ну, вспомните, как она приехала на бал. Все приняли ее за принцессу, а ведь такой она не являлась. Да, Золушка пускает пыль в глаза. Ей хочется, очень хочется казаться не той, какая она есть на самом деле. Ну, помните клип у Ленинграда на Лабутенах, да? Она ведь выдавала себя абсолютно за другого человека. Верно? Ну вот так процветает синдром Золушки, так он проявляется. Хотите узнать, как он корректируется? Если хотите, пишите в комментариях «Да, я хочу узнать». Как же можно избавиться от синдрома Золушки? Встречали ли вы таких женщин в своей жизни? Если встречали, напишите в комментариях «Да, я встречала или встречал такую женщину в своей жизни». Напишите, как с таким человеком вам было общаться. А на этом у меня все. Я жду ваших комментариев. И если вам интересно, то на следующем видео я расскажу, как же избавиться от синдрома Золушки. А на этом у меня все. Пока-пока. До скорых встреч!